Идет зачистка, заявил Лукашенко вчера на совещании правительства. Диктатор убежден, что в стране есть тысячи людей с промытыми мозгами, и по этой причине необходимо уничтожить источник проблемы. Им оказалось отнюдь не Геббельс ТВ, систематически насилующий здравый смысл, а ряд неправительственных организаций. Как стало известно сегодня, не менее 4 десятков НГО находятся в стадии ликвидации. Информация об этом появилась в едином реестре юридических лиц, а дата ликвидации указана 22 июля. То есть процесс был запущен сразу после одиозного выступления нелегитимного. Среди организаций, попавших под отстрел, журналистская мастерская «Пресс-клуб», правозащитный центр «Human Константа» и благотворительный проект «Имена». И вот что интересно, если страх Лукашенко перед журналистами и правозащитниками, которые помогают людям узнавать правду о ситуации в стране, вполне оправдан, то чем ему так насолила организация, поддерживающая больных детей и нуждающихся. Проект «Имена» известен рядом инициатив, которые освещали самые замалчиваемые проблемы белорусского общества. В частности, с помощью имен была запущена программа «Няня вместо мамы» для малышей-сирот, которые оставались совсем одни в казенных стенах. Кроме того, проект организовал сборы помощи для детей и взрослых с редкими смертельными заболеваниями, на ком режим поставил крест. Очевидно, именно этими имена и вызвали гнев диктатора, ведь он уверен, что приватизировал Беларусь, и игра здесь может вестись только по его правилам. И раз уж он решил, что кто-то должен умереть, то каждая рука помощи будет отрублена по его приказу. Так и живем. Режим настолько жаждет мести любому, кто хоть раз взял в руки БЧБ флаг или сказал свое «нет» репрессивному аппарату, что продолжает кошмарить даже тех политзаключенных, кому уже вынесли приговоры. Вчера стало известно о том, что все 12 человек, осужденных по делу студентов, признали склонными к экстремизму. В СИЗО всем им выдали документ, что они поставлены на учет, а это значит, что в тюрьме к ним будет применяться более жесткое отношение и более частые проверки. А во время всех передвижений на них будут надеты наручники. Более того, к людям, склонным к экстремизму, не применяются условно-досрочное освобождение и смягчение приговора. Чем обычные студенты так сильно насолили диктатору, что и без того больших сроков 2,5 года ему оказалось мало, непонятно. Видимо, молодежь активную и прогрессивную он боится больше всего. Вот и пытается устраивать показательные порки, чтобы другим неповадно было. Ну а мы, в свою очередь, должны не забывать поддерживать ребят и писать им письма. В описании к этому видео вы найдете ссылки на различные приложения, благодаря которым отправлять письма политзаключенным можно еще проще. Пока нелегитимный сотрудничает с луганскими террористами, приглашая их в нашу страну на допрос Романа Протасевича. В нормальном цивилизованном мире этих самых террористов судят и на очень большие сроки. В Чехии, воевавший на Донбассе против Украины белорус Алексей Фадеев получил 21 год тюрьмы. Причем первоначально его приговорили к 4,5 годам лишения свободы за сотрудничество с пророссийскими сепаратистами так называемой ДНР. Но после апелляции прокурора, который счел приговор слишком мягким, 42-летнего Фадеева признали виновным в терроризме и приговорили к 21 году тюрьмы. Против Украины воевал мужчина в период с 2014 по 2016 года. Защита белоруса настаивала, что он, цитата, «ехал помогать людям защищаться от украинских фашистов, но участвовал только в вспомогательных работах и не воевал на передовой». Важно отметить, что первоначально в чешскую тюрьму мужчина попал за нанесение тяжких телесных повреждений, но в ходе проверок выяснилось, что он еще способен и воевать против мирного населения. Ежедневно появляется информация о сотнях мигрантов из стран Азии, свободно проходящих через белорусскую границу с Литвой. В начале июля в соседней стране был объявлен режим чрезвычайного положения из-за наплыва нелегалов. А Лукашенко, который фактически развязал эту гибридную войну, явно не намерен останавливаться. На днях стало известно, что компания «Иракские авиалинии» увеличила количество рейсов из Багдада в Минск с 2 до 4 в неделю. По сообщению представителя авиаперевозчика, это связано с увеличением спроса. Примечательно, что такое решение было принято спустя всего 3 дня после встречи министра иностранных дел Литвы с главой внешнеполитического ведомства Ирака. На ней министр подчеркнул, что участие Ирака в преступной схеме белорусского режима наносит серьезный репутационный ущерб стране, которая заявляет о своей приверженности демократическим ценностям. Впрочем, дальнейшее развитие событий показало, что бизнес с диктатором оказался куда важнее нематериальных европейских ценностей. Отметим, что ситуация уже грозит первыми жертвами среди иностранцев, которых Лукашенко
Лукашенко использует, чтобы сводить счеты с Литвой. Вчера двое детей-мигрантов попали в реанимацию на литовской стороне. По словам взрослых, белорусские проводники дали им какие-то таблетки. Несмотря на все это, режим продолжает кидать камни в огород соседа, обвиняя Литву в пытках над мигрантами и даже приводя в доказательство странные видео с бегущими якобы в сторону белорусской границы людьми, которых подгоняют автоматными очередями. Эксперты считают, что это увлекательное кино фейк, так как звуки выстрелов на видео доказывают, что такого оружия вооруженные силы Литвы не используют. Видимо, зарплаты у штатных пропагандистов диктатора не настолько приятные, как у его красавцев, поэтому о деталях и правдоподобности они не заморачиваются. Не так давно мы рассказывали о ситуации с эпатажным музыкальным критиком Сергеем Соседовым, которого глубоко оскорбило, что ему запретили приезжать на Славянский базар. Шоумен разразился громкими речами о происходящем в Беларуси, упомянув, что ноги его в этой стране не будет. Кроме того, Соседов отказался быть членом жюри белорусской версии конкурса X-Factor, поскольку его обидели с гонораром, который оказался в разы меньше, чем у Ольги Бузовой и даже Руслана Лихно. Это пощечина мне, сделанное неизвестными мне людьми. Впрочем, в позе обиженного лотоса Соседов продержался недолго. Уже на днях в сети появились фото, где он со счастливым лицом позирует на празднике диктатора. Видимо, шоумен все-таки получил предложение, от которого не смог отказаться. И на этот раз сумма гонорара полностью компенсировала страх перед дубинками ОМОНа. Однако карма штука бессердечная, и она настигла нашего героя в самый разгар его безудержного веселья. Мастер переобувания оступился на фестивале и получил травму ноги. Теперь ему придется задержаться в Беларуси. Вероятно, надолго, ведь его имя по-прежнему остается в списке участников проекта X-Factor. То ли Бузову попросили поделиться, то ли нелегитимно стегнул с барского плеча. В этой ситуации очевидно одно – совесть так называемых артистов имеет вполне определенную цену, и диктатор готов ее доставить из карманов белорусов, чтобы продолжать свой праздник жизни. Невероятный футбольный матч прошел вчера в грузинском городе Батуми. На поле за победу сражались местные «Динамо» и борисовский «Батэ». Продолжительное время игра шла на равных. Счет мог измениться в любую сторону. Тем более за хозяев болел практически весь стадион. Но эта история не про дома, и стены помогают. Нашу команду пришла поддержать белорусская диаспора с БЧБ-флагами и плакатами с надписью «А Саша выйдет?». И тут случилось чудо. Белорусские болельщики в цветах национального флага разместились как раз за воротами команды противников. И именно в эти ворота залетел в конце долгожданный гол Батэ. В итоге игра закончилась со счетом 1-0 в пользу белорусов. Радости как футболистов, так и болельщиков не было предела. Все обнимались и скандировали «Живе Беларусь!». И это все на сегодня. Не забывайте ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого ролика. А завтра не пропустите наш традиционный прямой эфир с моим коллегой Дмитрием Семеновым. Я же прощаюсь с вами до понедельника. Хороших всем выходных и живе Беларусь!